Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836 года в селе Березовский погост Смоленской губернии. В 1860 году по личному ходатайству митрополита Санкт-Петербургского Григория ему было предоставлено место настоятеля церкви при русском консульстве в городе Хакодате, Япония, а также присвоена ученая степень кандидата богословия без представления соответствующего квалификационного сочинения. 23 июня 1860 года пострижен в монашество с именем в честь святителя Николая Мерликийского. 30 июня рукоположен в иеромонаха. 2 июля 1861 года прибыл в Хакодате. Первые годы своего пребывания в Японии самостоятельно изучал японский язык, культуру и быт японцев. На освоение японского языка будущему святому потребовалось 7 лет. В 1865 году вооруженный мечом приемный сын синтоистского священнослужителя Савабе Такума встретился с иеромонахом Николаем, намереваясь его убить. Николай спросил, почему Савабе гневается на него, на что Савабе ответил: «Вы пришли сюда, чтобы погубить нашу страну». Иеромонах Николай говорил: «Справедливо ли осуждать то, чего ты не знаешь? Позволь мне рассказать тебе о нашей вере». Савабе Такума заинтересовался услышанным и с того дня начал изучать христианское учение, что было небезопасно, так как проповедь христианства была на тот момент запрещена законом. Спустя 3 года бывший самурай стал первым японцем, принявшим православие. Вместе с ним крещены были 2 друзей – Сакаи и Урано. Первые православные японцы в крещении получили имена апостолов – Павел, Иоанн и Иаков. После крещения Савабе не стал скрывать своего обращения и отказался от жреческой должности. Его бывшие прихожане плевали ему вслед, вдогонку неслись оскорбления. Жена в припадке безумия подожгла свой дом. Местные власти арестовали Павла. Со временем борьба с христианством в Японии была прекращена императорским указом. Павел Савабе принял активное участие в миссионерской деятельности. С его помощью архимандрит Николай смог открыть православный приход в Токио, а также Савабе стал проповедником христианства в тех областях Японии, куда Николаю, как иностранцу, вход был закрыт. Позже он стал первым японским священником. В процессе миссионерской деятельности отец Николай перевел на японский язык священное писание, другие богослужебные книги, создал духовную семинарию, 6 духовных училищ для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения. Издавал православный журнал «Церковный вестник» на японском языке. Наконец 1890 года православная церковь в Японии насчитывала 216 общин и в них 18 625 христиан. 8 марта 1891 года был освящен кафедральный Воскресенский собор в Токио, называемый японцами Никарай-до. Во время русско-японской войны Николай остался со своей паствой в Японии, однако в общественных богослужениях не участвовал, так как согласно чинопоследованию богослужений и благословению самого Николая, японские христиане молились о победе своей страны над Россией. Раз война объявлена между Японией и моей родиной, я, как русский подданный, не могу молиться за победу Японии над моим собственным отечеством. Я также имею обязательства к своей родине, и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране, говорил владыка Николай. Когда в Японию стали прибывать русские пленные, общее их число достигало 73 тысячи. Епископ Николай, с согласия японского правительства, образовал общество духовного утешения военнопленных. Для окормления пленных им были отобраны 5 священников, владевших русским языком. Пленные снабжались иконами и книгами. Владыка неоднократно обращался к ним и письменно, его самого к пленным не пускали. 24 марта 1906 года возведен в сан архиепископа Токийского и всея Японии. В 1911 году, спустя полвека миссионерской работы святителя Николая, существовало уже 266 общин Японской православной церкви, в состав которых входило 33 тысячи мирян,
1 архиепископ, 1 епископ, 35 иереев, 6 диаконов, 14 учителей пения, 116 проповедников-катехизаторов. 3 февраля 1912 года, на 76-м году жизни, просветитель Японии, архиепископ Николай, мирно отошел ко Господу. Император Мэйдзи лично дал разрешение на захоронение его останков в пределах Токио, на кладбище Инака. В Японии святитель Николай почитается как великий праведник и особый молитвенник пред Господом. 10 апреля 1970 года решением Священного Синода Московского Патриархата архиепископ Николай причислен к лику святых. В 2012 году решением Священного Синода Русской Православной Церкви учрежден орден святого равноапостольного Николая, архиепископа Японского. Орден вручается за миссионерское и просветительское служение. Орденское знамя, списки кавалеров и регалии ордена хранятся в соборе Воскресения Христова в Токио.